Добрый день! Сегодня поговорим о том, каким образом дрожжевой рецепт переделать на рецепт на закваске. Очень часто задавался этот вопрос, я никак не могла собраться и снять это видео, потому что здесь никакого действия нет, здесь будет просто объяснение. Для чего мы переводим дрожжевой рецепт на закваску? Во-первых, для того, чтобы получить определенный вкус, который нам нравится, оттенок, который дает закваска. Ну, а во-вторых, чтобы придерживаться принципов здорового питания, к которым мы все стремимся. Есть один нюанс. Если вам нравится какой-то рецепт на дрожжах, и вы хотите перевести его на закваску, будьте готовы к тому, что вкус вашего изделия будет другой. Если же вы хотите повторить именно вкус, то вам придется очень долго экспериментировать и подгонять рецепт, чтобы получить тот вкус, к которому вы привыкли. Поэтому будьте готовы к тому, что изделие на закваске будет отличаться по вкусу от изделия на дрожжах. Итак, сейчас я покажу вам, что у меня есть. У меня есть вот такая книга, она в распечатанном виде, но это издание 1940 года. 350 сортов хлебобулочных изделий. И здесь множество советских рецептов, которые использовали в производстве. Все они на дрожжах. Сейчас я вам покажу рецепт, который мы будем адаптировать. Сейчас фокус сделаю. Вот смотрите, это пшеничный хлеб из муки высшего сорта. Все рецепты здесь промышленных масштабов, то есть на 100 килограммов муки. Ну и приступим. Смотрите, во-первых, нам надо перевести в понятные нам величины. Из 100 килограммов муки, скорее всего, никто печь не будет. Г муки. Дрожжи 1 кг дрожжей. Так, 1,25 соль. 4 сахар, 0,15 масло растительное и 52-54 литра это вода. Переводим в привычные нам величины. Для того, чтобы перевести, мы переведем в проценты. Возьмем, что 100% у нас мука, и от нее мы уже считаем все остальное. 1% это у нас дрожжи, 1,25% это у нас соль, 4 сахар, 0,15 масло и 52 вода. Мы уже видим, что влажность этого теста составляет 52%. Это влажность. Далее возьмем, например, на килограмм. На килограмм у нас получится 1 килограмм муки, 10 граммов дрожжей, 12 граммов соль, 40 граммов сахара. Масло растительное идет на смазывание формы, то есть здесь где-то 2, 3, 5 граммов, ну то есть здесь не важно. Растительное масло для формы. И 520 граммов воды. Такую мы получили рецептуру. Сейчас я ее перепишу крупно. Итак, я переписала крупнее, чтобы вам было видно. Самое главное, что необходимо нам сохранить при переводе на закваску, это влажность этого теста, чтобы не потерять его консистенцию. И при этом нам необходимо еще добавить нашу закваску, она будет составлять определенную массу.
Дрожжи мы сразу вычеркиваем. Запомните, что мы их по весу никак не заменяем вообще, мы их просто вычеркиваем и подменяем закваской как другим элементом, обеспечивающим подъемную силу и разрыхление теста. У нас остается килограмм муки и 520 граммов воды. Как я уже говорила неоднократно, мы берем примерно 15-20% закваски от веса муки. Например, мы берем 20% закваски, то есть мы берем 200 граммов закваски, 100% влажности. В 200 граммах закваски у нас содержится 100 воды и 100 муки. Значит, из общего рецепта для того, чтобы сохранить влажность, мы должны отнять 100 воды и отнять 100 муки. То есть мы сюда добавляем 900 граммов муки. И мы сюда добавляем 420 граммов воды. Оставляем соль и оставляем сахар. На этом, собственно, все. То есть у нас получается другой рецепт. 900 граммов муки, 420 граммов воды, 200 граммов закваски 100% влажности, 12 граммов соли и 40 граммов сахара. И тогда у нас общая рецептура совпадет. И при этом вы должны понимать, что вся технология работы с заквасочным тестом, она будет другой, чем технология работы с тестом на дрожжах. Это вы должны помнить, понимать. Я думаю, что все вы это знаете. Более длительное брожение, более длительная расстойка, все процессы идут медленнее. Ну и соответствующая температура, естественно. Помним, что пшеничный хлеб не любит перегрев. Если у вас тесто вдруг поплыло и по каким-то причинам стало жидким, отправляем его в холод и держим в холодильнике. Все, удачных вам запеков, простых и понятных рецептов. Пишите свои вопросы, будем печь и испечем еще много всего интересного.